Всем привет, я Ева Эльфи, и добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня мы поговорим о том, как подготовиться к первому сексу. Первый секс – это то, чего невозможно избежать, но зато к нему можно подготовиться. И сегодня я дам тебе пару советов, как сделать так, чтобы твой первый секс прошел на ура. Для начала помни главное, что после первого секса твоя жизнь кардинально не поменяется. Серьезно, мало что изменится в твоей жизни. К сожалению или к счастью, секс все-таки немного переоценен. Но благодаря мне и моим советам ты можешь сделать так, чтобы твой первый раз прошел лучше, чем у большинства твоих друзей. Фантазии порно – это, конечно, замечательно, но не стоит забывать о том, что секс в реальной жизни очень сильно отличается от того, что мы видим в порно и фильмах. Кстати, а у меня уже есть плейлист с сексуальными советами. Посмотри его здесь, ты можешь узнать, как довести девушку до оргазма или какие ошибки совершают парни во время секса. Многим из нас, конечно же, важна эмоциональная привязка к человеку, с кем у нас произойдет первый секс. И это абсолютно нормально. Убедитесь, что вы доверяете друг другу и готовы взять совместную ответственность как за удовольствие, так и за неудачу. А если вы не из таких людей и уверены в себе, что можете заняться сексом с абсолютно любым человеком и вам вообще не важны чувства, то вам крупно повезло. У вас нет переживаний, вы не думаете об этом абсолютно. Но, как показывает статистика, таких людей намного меньше. Девочка ночью громко плачет, но мне За день все-таки же лучше поговорить со своим партнером и обсудить возможные страхи, либо неудачи. Чем искреннее вы будете с друг другом, тем лучше и качественнее будет ваш первый секс. Запаситесь презервативами и смазками. Это очень важный пункт и не стоит его пропускать. Если ты стесняешься покупать самостоятельно, то попроси друзей, у которых уже был подобный опыт, ну или одолжи у родителей, только потом верни. Ну, кстати, еще лайфхак, ты можешь заказать презервативы онлайн с доставкой на дом, это очень удобно. Кстати, если ты еще не знаешь, какие виды смазок существуют и для чего они нужны, посмотри ролик здесь. Ни в коем случае не игнорируйте такой важный аспект, как предохранение. Во-первых, это может вас уберечь от нежелательной беременности. Ну, зачем вам ребенок после первого секса? Купи презервативы, не стесняйся, закажи с доставкой на дом. Будет все классно. Кстати, а если ты тот самый парень, которому все равно, когда, где и с кем, то тебя в первую очередь это убережет от венерических болезней. У нас в руках инфекции, передаваемые половым путем. Это очевидно. Но я думаю, никому не нужно напоминать о том, что перед сексом лучше сходить в душ, да? Ведь никто не любит грязнули, и всем нравятся вкусно пахнущие девочки и мальчики. Так что не поленись и сходи в душ перед началом секса. Нечистым трубочистам стыд и срам. Парни, большой вам совет, потратьте 20-30 минут вашей жизни на предварительные ласки. Во-первых, это вас двоих расслабит. Во-вторых, вы почувствуете друг друга. Целуйтесь, обнимайтесь, прикасайтесь к коже и, конечно же, займитесь оральным сексом. К тому же, за это время девушка успеет сильно возбудиться. У нее начнет выделяться собственная смазка, что будет большим плюсом для тебя. Маленький секретик, когда девушка очень сильно возбуждена, она вообще не чувствует боли. Поэтому для нее будет первый раз менее болезненным, если она будет сильно возбуждена благодаря тебе. Oh, okay. Hello. Если вы чувствуете, что уже готовы, то пора переходить к действию. Конечно же, не повторяйте то, что вы видите в порно. Для начала используйте самую простую и удобную позу для первого раза, это миссионерская. Девушка снизу, парень сверху. Эта поза более удобная для первого раза, особенно для девушки, потому что именно она может контролировать весь процесс. Помните об эмоциональном комфорте партнера. Даже если вы дошли до самого процесса, но кто-то из вас испугался и понял, что еще не готов, то уважайте партнера и отнеситесь к этому с пониманием. Ни в коем случае не злитесь, не обижайтесь и не шантажируйте вашего партнера. Во-первых, это может оставить эмоциональную травму, как у девушки, так и у парня. Поэтому отнеситесь к этому с пониманием и попробуйте через пару дней. If I can't have you, no one can. Когда все случилось и прошло до конца, позаботься о своем партнере. Не нужно сразу хватать телефон и хвастаться своим друзьям, что ты лишился девственности. Если для нее это был тоже первый раз, то помните, что этот опыт она пережила вместе с вами, и поблагодарите ее за это.
Ведь этот опыт вам запомнится на всю жизнь. Ограничьтесь одним разом, ведь наш организм у девушек устроен абсолютно по-другому, и наш первый раз будет, скорее всего, более болезненным, нежели приятным. Дай время партнерше, чтобы ее организм восстановился, и уже через пару дней вы можете открывать для себя новые горизонты и экспериментировать в сексе. Что это ты делаешь? Я отойду. И напоследок хочу сказать о парнях, которые решаются воспользоваться услугами проституток. Я бы вам не рекомендовала. Все-таки у них оплата почасовая, и никто не застрахован от того, что ты перенервничаешь и кончишь преждевременно, так и не получишь какого-то приятного опыта. Надо ли оно тебе? Решай, конечно, сам, но я бы не рисковала. На сегодня это все. Надеюсь, эти советы будут для тебя полезны, и твой первый секс пройдет как по маслу. Делись в комментариях своим первым сексуальным опытом, и это поддержит других ребят. С вами была я, Ева Эльфи. Не забудьте ставить лайки, писать комментарии о своем первом сексе и подписываться на мой канал. Всем пока-пока!